Всем раннего доброго утра. Перед вами индуистский пантеон богов. И показываю я пантеон индуистских богов не случайно. Дело в том, что Индия всегда испокон веков являлась некой мечтой. Почему-то считалось, что там просто протекают золотые реки и алмазные берега. Все стремились в Индию. Все хотели найти короткий путь в Индию. Так была открыта Америка. Колумб тоже случайно вышел на берег другого континента и назвал местных жителей индийцами. Вот так появились американские индийцы, хотя они к индийцам, то есть к индусам, никакого отношения не имеют. Индия – страна с определенной традицией. Индия – страна, которая не отказалась, не отвернулась и не предала своих богов. История индуистских богов настолько интересна и описывается в Великой войне богов и демонов в книге Бхагавад-гита. Многие могут воспринимать это как сказку, но если учесть, что индусы не отказались от родных богов, и индусов 1,5 миллиарда, и невзирая ни на что, и на трудности, и на войны, и исторические моменты, индусы смогли сохранить свою культуру и донести до наших дней. И мы все с вами поклонники индуистских фильмов, которых назвали индийскими фильмами. В детстве, в юности смотрели. Индия богата историей, противоречий, особенно во времена правления великих моголов. Это из племени Чингисхана, и после уже Тамерлана. И учитывая, что очень многие в Индии мечети были построены во времена правления моголов, но они поступили мудро. Они не стали запрещать местному населению их религию, тем самым спасли свою династию. Огромное количество легенд, историй, связанных с Индией, сказок, заговоров. Страна мечты. Страна таинственных махараджи, красавиц, истинной любви. Вот так мы думали об Индии и думаем, наверное, до сих пор. Страна необычных украшений, камней, традиций, кастовых разделений и прочее, прочее, прочее. Но самое главное – это народ, который не отвернулся от своих богов. Почитает, любит, обожает, чтит и более чем кто-либо верит в их существование. И праздники религиозные. Вообще индусы религиозный народ, и они все соблюдают свои праздники, они стараются соблюдать все определенные традиционные такие моменты, ритуальную часть и прочее, прочее. О семейных ценностях вообще молчу. Об этом даже говорить не стоит, потому что семейные ценности у индусов особенное место занимают. Кроме прочего, священные города, священный Ганг, город Варанаси, в котором обязательно любой верующий должен побывать. И счастье тому, кто был в конце жизни сожжен в городе Варанаси. Это останавливает по религии индусов колесо сансары, то есть не именно перерождение, а именно путешествие в сферах, то есть останавливает и проклятие рода и прочее. Между прочим, хочу вам сказать, что перерождение не все индусы верят, и не все придерживаются этого понятия перерождения или реинкарнации, как некоторые говорят. И учение о перерождении было только на севере Индии принято. Перерождением они считали приход богов в облике человека
в течение многих веков, но не более того. Тот же Шива, его верная жена и прочее, прочее. Они больше нацелены на перерождение богов, которые имели право время от времени рождаться в облике людей в этом мире, чем в людском перерождении. Потом эта философия, она больше распространилась. Индия страна больше, где больше всего святых на каждом шагу и прочее. Мне кажется, каждому человеку хочется хоть раз в жизни побывать в этой волшебной, как казалось бы, стране, там, где были богатейшие махараджи. Хочу вам сказать, что основное количество украшений и алмазов британской короны пришло из Индии и ограблено, взято или выкуплено за бесценок как раз у тех самых махараджи. Махараджи – это предводители, это князья, это военачальники Индии, которые обладали неограниченной властью, огромными богатствами и прочее. Дорогие друзья, я вам обещала, что постепенно буду делиться своими сокровищами с народом. И вот я вам хочу подарить на хинди, на языке хинди, замечательный такой заговор, денежный заговор Махараджи я назвала. Мне передали это из архива, Государственного архива Индии. Естественно, копию, естественно, переписали. Передал человек где-то, наверное, 7 лет назад, примерно так. И я хочу вам сказать, этот заговор мне самой немало помог в нужную минуту. Заговор на хинди, на более древнем наречии. Опять же, вам напомню, что язык деформируется, перетерпевает деформацию за тысячелетия, поэтому некоторые слова, может быть, покажутся странными для знающих язык хинди. Буду рада, если такой человек найдется. И примерный перевод, и мне начитали несколько раз, начитали как бы в записи для того, чтобы я могла правильно произнести, насколько это возможно. Это призыв, это просьба Махараджи о богатстве, о славе, богатстве, золоте, имуществе, просьба о том, чтобы быть богаче и знатнее других и быть, скажем так, наряду с другими, иметь благо, иметь достаток и так далее. Но просьба благословения богов, просьба получить помощь судьбы и стать избранником судьбы. Это в архивах, это в письмах, это в... Я не могу вам точно сказать, потому что они сами точно не знают, что это именно документ или либо письмо. Одним словом, один Махараджа делится с другим своим секретом богатства и говорит о том, что он молится богов и обращается именно с такой мольбой. То есть он считает это молитвой. Но если текст, примерный перевод мне передали, это и есть заговор. Как он это читал, не могу вам сказать, но предполагаю, поскольку индусы очень любили перед богами окуривать всякие благовония и прочее. Сейчас не буду проводить с вами этот ритуал, но устала, поскольку 4 утра, но хочу вам передать и хочу вам прояснить, что если у вас есть дома статуя Лакшми, то есть богини богатства, то желательно, чтобы она присутствовала. Я сейчас вам покажу ее. Индуистскую фортуну. Вот она, Лакшми. Вот она, Лакшми, традиционно. Внизу еще есть Лакшми у меня там. Тоже традиционная Лакшми. Но
либо фортуна. И она подойдет в этом ритуале, поскольку она является богиней удачи. Поэтому, да, вот еще одна Лакшми. То есть здесь должны быть воздействованы боги удачи. И если перед алтарем фортуны вы это прочитаете, ничего такого здесь нет. Оно усилится точно так же, как и Махараджа просит помощи и благословения богов. Далее, благовоние. Далее, лучше, если вы разложите на алтарь деньги, украшения или откройте ваши сундуки или откройте ваше имущество и будете читать над своим имуществом. Потому что, насколько я проверила этот заговор, как он работает, он приумножает. Опять же, на приумножение. Я вам дарила уже заговоры на приумножение. Знаете, заговоров денежных много не бывает. Пускай будет еще один заговор на приумножение. Итак, вот таким образом здесь фантазия ваша может, как бы вы можете фантазировать, это ваше желание, здесь нет ограничений каких-либо создать алтарь или начитать над имуществом, над деньгами, над кошельком и прочее, прочее. При умножении богатства. Это просить у судьбы помощи для того, чтобы стать любимцем судьбы, избранником и жить богато. Назвала я это денежный заговор Махараджи. Я считаю, что это правильно, потому как это и есть как бы в архиве Махараджи найдено, и поэтому будет справедливо, если имя Махараджи будет здесь фигурировать. Итак, я сейчас начитаю. Алтарь я готовить не буду, поскольку я устала. Но это не имеет значения. Главное, что я вам подарю. Мне кажется, это важнее, чем подготавливать алтари. И я постараюсь произнести как положено. То есть схоже именно с той интонацией хинди, на котором разговаривают индусы. Итак, начнем. Да, желательно читать 10 раз, потому что в индуйской культуре десятка считается священной цифрой, и желательно это делать часто. Можно каждый день на протяжении долгого времени, приумножая свое богатство. Начнем. Я, наверное, вот так начитаю, дорогие друзья, потому что там ставить неудобно и держать неудобно. И вот таким образом я вам начитаю этот заговор. Еще раз прошу под роликами не писать, пожалуйста, заговор, потому что я выставила тюркские скоропомощники, начали писать, и перевод никто у вас не просил писать, и вообще. Дорогие друзья, вы понимаете, что в таком виде нам не нужно, чтобы заговоры ушли в интернет. Вот в таком сыром, непонятном виде, откуда, что, про что, зачем оно надо, откуда пришло, кто написал, кто автор. Ну, не нужно этого делать. Должна быть целостность. Человек набирает текст, объясняет полностью, и с авторством, с объяснением, со всем этим оставляем мы, то есть отправляем в интернет и отдаем людям. Зачем лезть и зачем вот в таком сыром виде, разбросанном по всему интернету, непонятно, о чем это, про что это, зачем это. Ну, неправильно это, понимаете? Не надо эти тексты печатать, я устала вам говорить. Потерпите. Нет терпения, значит, до свидания. Но в конце концов не обязаны мы бегом бежать, лишь бы вам побыстрее это все сделать. Мы и так делаем в течение нескольких дней, оно уже выставлено. Итак. Девтаунки мадаткар. Мудже соне се нахлау. Мере мие самурдхо хере мин снаан. Пейса дало муче долат. Се пьяр каро. Бхагье
Muche de mein ek amir. Maharaja Mein devtaun. Capri hon. Mere mie sone mein raho. Peyse ginen аур гинен. Мере анант дхан. Санаатан. Ну вот такой язык хинди. Языки разные. Еще раз. Девтаунки мадат кар. Мудже соне се нахлау. Мере лие самрде хо. Хере мин снаан. Пейса дало муче долат. Се пьяр каро. Бхагье муче де мейн ак амир Maharaja Mein devtaun Capri hon. Mere mie sone teim raho. Peyse ginen аур гинен. Мере анант дхан. Санаатан. Интересно, правда? Вот я вас знакомлю с разными языками. Свожу вас разные народы, объясняю разные культуры. И мне кажется, что это настолько нужное дело, я бы сказала, великое дело, потому что народы очень мало знают друг о друге, больше грызутся, больше ненавидят, и очень мало объединяющих факторов. Вот я, объясняя, говоря, рассказывая вам о разных народах, понимаете, когда вы знаете, что есть другие люди, как они живут, чем они дышат, зная друг друга, меньше вражды и больше уважения. И мир становится, наверное, чище. Жаль, что такую работу проводит мало кто. Если бы больше половины населения Земли вот так вот проводили политику сближения, мы бы жили просто в райском, просто в мире. И планета наша была бы чище, люди бы дружили, любили друг друга, и было бы меньше вражды. Правда, политики не смогли бы столько денег сделать, конечно, потому что они в основном на войнах и зарабатывают. Но, знаете, как сказал армянский католикос Вазген II? Да. Или Вазген I, извиняюсь, я сейчас не помню точно. Он сказал: не жалуйся на темноту, зажги свою свечу. Вот я не жалуюсь на невежество мира, пытаюсь свою лепту внести, насколько это возможно. Пойдем дальше. Еще раз прочитаем. Девтаунки мадат кар. Мудже соне се нахлау. Мере лие самрде хо. Хере мин снаан. Пейса дало. Муче долат се пьяр каро. Бхагье муче де мейнакамир Maharaja Mein devtaun Capri hon. Mere mie sone tein paho. Peyse ginen аур гинен. Mere anant дхан. Санатан. Индуистский, вообще хинди, он так тянется. Так тягучий, вот тянется этот язык. Девтаунки мадаткар. Мудже соне се нахлау. Мере лие самрде хо. Хере мин снаан. Пейса дало муче долат. Се пьяр каро. Бхагье муче де мейн ek amir Maharaja
Mein Devtaun Caprihon Mere Liesone Tein Paho Raho Peise Ginen Аур Ginen Mere Анан Дхан Санатан. Вы знаете, дорогие друзья, я хочу поблагодарить судьбу за то, что мне передавались и передаются, и, надеюсь, еще передадутся, просто огромное количество древних нужных работ. Не все можно передать, но то, что можно, я вам передаю. И мало кому действительно посчастливилось это все получить. Но с другой стороны, мало кто так интересуется, мало кто создал такое уважение вокруг себя, чтобы доверили такие вещи, отдавали. Согласны? Здесь и моя заслуга есть какая-то. Но в любом случае, как бы там ни было, я действительно благодарна судьбе, что через меня человечеству, людям передается то, о чем говорилось, читалось много тысячелетий назад. Вот представьте, вы слышите голоса того времени. И, может быть, узнаете секреты, благодаря которым богатейшие люди истории получали свое имущество и становились любимчиками судьбы. Желаю всем удачи, достатка и всего хорошего.